Всем привет, с вами Верден. Сегодня мы продолжим тему полезных фишек в игре Rust. Ссылку на прошлое видео можно найти по подсказке в правом верхнем углу экрана или в описании к этому ролику. Сегодня мы будем говорить о полезных биндах и о том, в каких ситуациях их можно применять. Рекомендую досмотреть это видео до конца, в нем вы найдете очень много полезной информации. Ну и конечно, не забывайте оценивать видео, писать комментарии и подписываться на канал, если мои ролики вам нравятся. Это поможет продвижению канала и даст мне понять, что я стараюсь не зря. Ну а теперь переходим к биндам. Итак, первый бинд – автоатака. Назначаем команду атаки на любую удобную для вас кнопку. И по нажатию на эту кнопку ваш персонаж начнет постоянно атаковать. Отменить действие можно левой кнопкой мышки. Бинд нужен в основном для экономных рейдов копьями или кирками. Если же вы совсем ленивы и хотите полной автоматизации, можно сделать бинд на атаку в приседе. С ним гораздо удобнее рейдить фундаменты. Или же на атаку в прыжке. По нажатию кнопки персонаж подпрыгнет и нанесет удар, что очень удобно при рейде потолков. Однако бинд не зациклен, поэтому вам придется самому нажимать на кнопку для каждого удара. Второй бинд – автобег. Все просто. Назначаем на любую кнопку движение вперед и бег. Теперь после нажатия клавиши ваш персонаж будет все время бежать вперед. Чтобы отменить бинд, просто нажмите W. Я использую его, когда надо далеко плыть на лодке, а зажимать кнопку лень. Третий бинд – это прыжок с приседанием. Облегчает запрыгивание в окна и паркур в некоторых местах. Теперь вместо того, чтобы нажимать прыжок и присед в нужный момент, просто нажимаем одну клавишу. Лично я его не использую, но бинд довольно удобный и поможет, если вы новичок или у вас есть проблемы с этим действием. Четвертый бинд. Назначаем прыжок на прокрутку колесика вверх или вниз. Бинд будет полезен тем, кто привык к прыжкам на колесико в других играх, ну и заодно не даст вам случайно сменить оружие, крутанув колесико в PvP. Следующий бинд для быстрого лутания. Как все вы наверняка знаете, в игре можно быстро лутать предметы, зажав клавишу H на клавиатуре и водя мышкой по инвентарю. Но клавиша H расположена довольно неудобно, поэтому я предлагаю назначить эту функцию на правую кнопку мыши. Теперь, чтобы быстро залутать убитого врага или ящик, не нужно отвлекаться на поиск нужной клавиши, просто зажимаем правую кнопку мыши и вводим курсором. На мой взгляд, так гораздо удобнее. И еще один бинд на мышку. Задаем включение фонарика по нажатию левой кнопки мышки. Теперь, когда вы начнете стрелять, фонарик автоматически начнет светить в лицо вашему врагу. Очень полезный бинд для PvP. Также можно забиндить и включение фонарика при входе в прицел, что, например, позволит не париться о том, включили вы лазер на болтовке или нет. Седьмой бинд позволяет регулировать громкость звука в игре. Биндим понижение громкости на одну кнопку и увеличение на другую. Значение громкости для бинда подберите сами, исходя из ваших настроек в игре. Этот бинд удобно использовать, когда вы летите на коптере или плывете на лодке, чтобы заглушить этот громкий раздражающий звук. Это особенно полезно, если вы играете не один. Снизив громкость, вы начнете нормально слышать вашего тиммейта и не будете кричать ему в ответ. Следующий бинд просто must-have для PvP. Задаем выбор быстрого слота и использование предмета из этого слота. Теперь вы можете использовать шприц всего одним нажатием, что сохранит вам несколько секунд, которые всегда так важны в PvP. Далее у нас бинд для просмотра сквозь воду. Я думаю, все уже видели баг 8989 от «Держи дверь». Прописываем бинд и пользуемся. Теперь мы можем видеть сквозь воду. Только вместо нажатия двух кнопок мы обошлись всего одной. 10-й бинд. Он позволит нам крафтить предметы, не заходя в меню крафта. Вместо цифр вставляем в бинд ID любого предмета, который можно крафтить, а вместо Y – количество. ID всех предметов в игре можно найти в папке Items, если открыть текстовый файл с названием предмета.
К сожалению, они иногда меняются после глобального обновления, поэтому бинт со временем может перестать работать, и вам придется писать его заново с новым ID. Этот бинт можно использовать, например, для крафта бинтов на бегу, когда вы удираете от врага, ну или просто забиндить те предметы, которые приходится часто крафтить, например, патроны или шприцы. Ну что ж, это были все бинды, о которых я хотел вам рассказать. Оставляйте в комментариях свои варианты биндов, не забывайте оценивать видео и поделиться им с друзьями. Всем удачи и до встречи в новом ролике.